Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто мечтает вас соблазнить? Новый шаловливый расклад, который вы любите. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так, да что ж такое? Не хотят отлипать карты. Так, ух, какая. У вас настолько была непростая жизнь. Вот простой и легкой я вообще не могу назвать. Знаете, вот кому-то дается все, кому-то легко дается работа, да, кто-то женщин легко завоевывает, да, то есть, ну, как будто манна небесная. У вас такого не было по жизни. Все, чего вы добились сами, вы добивались либо же своим тяжким трудом, да, своими стараниями, своими знаниями. Вы человек, который в принципе, уже многого добился. У вас есть и финансовая стабильность, у вас есть много таких черт характера, которым можно даже позавидовать. Несмотря даже на то, что вы в своей жизни много чего пережили, да, вот был у вас такой период, который вас просто сразил на повал. Давайте-ка посмотрим, с чем это связано. Конец вашей хорошей, счастливой жизни. Начало нового жизненного этапа, который был связан с вашим расставанием. Это потеря семьи, это потеря любимой женщины, это потеря отношений. Причем этот период, который разрушил много чего в вашей жизни. Кто-то даже, может быть, потерял не только семью, но и работу потерял. Кто-то здоровье мог потерять, да, то есть это могли обостриться какие-то ваши болезни, либо же вы заработали новые. У кого-то была ну, такая вот ситуация, когда реально вы понимали, еще немножко и крыша уедет. То есть очень тяжелые переживания были. Сейчас мы сильно не будем углубляться, чтобы не бередить ваши раны. Но все же, переживаний было очень много. Вы человек еще, знаете, вы, может быть, даже в каком-то смысле, да, вы вспыльчивый можете быть, но отходчивый. Я не могу сказать, что вы прям такой спокойный, всегда белый и пушистый. Да, доброта присутствует. Вот знаете, несмотря на вашу вспыльчивость, вы очень добрый человек. Причем, вот если вы заметили, тоже довольно часто это выпадает в раскладах. Добрый, семейный, лояльный человек, который много чего отдает другим. Много позволяете садиться себе на шею по жизни. Вот это ваш конек. Это ваш конек и это ваша трагедия. Из-за того, что вы по своей такой вот доброте, лояльности, да, вот особенно это в близком кругу, вот реально просто позволяете себе садиться на шею, и отсюда все вытекающие последствия. Вы человек, который очень хорошо все взвешивает в этой жизни. Вы не будете совершать какие-то импульсивные, необдуманные поступки. Вы всегда 100 раз все обдумаете, продумаете. Вы будете все анализировать. Вот есть такой еще у вас момент, вот какая-то неуверенность, что ли, да? Вот неуверенность, особенно это касается отношений, это касается женщин. К женщинам у вас вообще сейчас, ну, я не могу назвать, что прям такое предвзятое отношение. Скорее, это отголоски прошлого. Это отголоски вот вашей башни, да, вашей десятки мечей, которая выпала, кто знает Таро хоть немного. Это тяжелые разрушительные карты. И вот ваша ситуация, которая очень четко говорит, что женщин вы очень близко к себе могли даже какой-то долгий период не подпускать. Я не беру во внимание воздержание, да, кто-то терпел это воздержание, кто-то ходил там чисто для здоровья, девочек вызывал. Это такое дело, это личное дело каждого. Но для серьезных отношений я точно могу сказать, что вы вот после вашего развода вы не кинулись сразу в объятия другой женщины и не начали заводить там новые отношения. Нет. Скорее наоборот.
Скорее, женщины у вас на расстоянии, вы любуетесь ими на расстоянии, но как-то не спешите вы сходиться с новой женщиной, потому что есть опыт, есть негативный очень опыт, есть недоверие к женщинам, есть в то же время, кстати, есть страх одиночества. Поэтому у вас такие качели эмоциональные могут быть. С одной стороны, мне плохо одному, с другой стороны, как-то я не очень доверяю женщинам, да, а вдруг обманщица будет, а вдруг попадется снова гулящая, вдруг попадется корыстная. Ну, то есть такие моменты сомнений. Это то, что я говорю, что вы довольно часто по жизни все взвешиваете, да, вот вы не будете мчаться стремглав куда-то, да, вот в новые отношения, тем более вы все хорошо будете обдумывать. Так, далее. Давайте-ка будем смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Это женщина, которая, в принципе, тоже, она добилась уже некоторых вещей в своей жизни. Не так многого она добилась, как вы. Но это может еще быть из-за ее более молодого возраста. Это женщина, которая, да, она ценит, конечно же, комфорт. Она ценит какие-то подарки, да, в принципе, любая женщина хочет подарки. Просто у кого-то это как самоцель, да, найти спонсора. А другие женщины, ну, просто радуются, подарки, конечно же, хочется, приятно и так далее. Это женщина, которая очень тянется к мужчинам, ну, мужчинам с большой буквы. Она никогда не связывается с какими-то там, ну я не знаю, с мужчинами с вредными привычками, которые уже опустились ниже плинтуса, да, вы понимаете, о чем я говорю, которые там, допустим, очень часто в рюмку чая заглядывают, да, которые там валяются где-то в кустах после этой рюмки. Так им хорошо, что они где-то там в кустах, да. Я часто шучу по такому поводу, вот когда идешь, бывает, да, там кто-то лежит. Говорю, девчонка, о, жених, чье-то счастье лежит. Вот. Она такая, знаете, она хоть и моложавая, но в принципе, да, она-то комфорт ценит, но я не могу сказать, что она корыстная. Но в то же время вот она выбирает мужчин статусных, обеспеченных. Вот мужчины ей нравятся, которые твердо стоят на ногах. Вы знакомы с этой женщиной. Она такая, знаете, по характеру, ну, девчонка-зажигалка, я обычно таких вот называю. Она бывает тоже такая колкая на язычок. А вы сейчас анализируете, да, вот где вы общались с такой женщиной. Потому что я конкретно не буду говорить, где. У каждого это будет по-своему проигрываться. Но тем не менее, вы общались с этой женщиной. Она колкая на язык, да. Она может отпускать какие-то такие шуточки, порой даже неуместные. Она может быть даже... ну, какая-то такая с виду, знаете, ну, в короне, что ли, в каком-то смысле. Она может быть еще такая внешне, ну, вся из себя, да. Вот на самом деле она внешне представляет собой намного больше, чем того стоит. Ну, по крайней мере, она хочет казаться лучше, чем она есть на самом деле. Это какой-то такой, знаете, выпендрёж. Ну, по-другому я не подберу даже слово. Вот именно выпендрёж. Особенно это выпендрёж, вот выделывание перед мужчинами. Перед мужчинами, которые имеют деньги, которые, ну, по крайней мере, кажутся и какими-то обеспеченными, да, у которого там машина, квартира и так далее. Это женщина, которая... Вот я не могу сказать, что она прям нацелена сейчас на какие-то серьезные сильные отношения, на семью, да. Она, знаете, вот она не гулящая, но в то же время, ну, таких прям у нее мыслей о семье и детях, вот, по крайней мере, я у нее пока не вижу.
Так, что ты еще нам о себе расскажешь? Красопета ты наша. Так. Она, смотрите, она в принципе мужчинам нравится. Она довольно неплоха собой, несмотря на свой острый такой язычок. Обычно такие женщины бывают душой компании. Вот они, знаете, обращают на себя внимание какими-то шуточками, какими-то анекдотами. Ну, некоторые мужчины считают даже в чем-то такое поведение, ну, такое вольготное, в чем-то даже развязное, что ли, да. Вот кажется, что, ну, можно было бы быть и поскромней. Вот такой момент еще может присутствовать. У нее, в принципе, есть такая жилка экономии. Вот транжира я ее не назову. Да, она любит, конечно, деньги, как и любой другой человек. Ну, наверное, нет таких людей, которые не любили бы деньги. Потому что это в первую очередь это средство к существованию, да. Она не фанат вот прям денег, но тем не менее, да, конечно же, ей больше нравятся мужчины обеспеченные. Но в то же время она, еще раз говорю, она не транжирка, она очень так к деньгам экономно, скрупулезно относится. Она, да, вот в свое время у нее было такой период безденежья. Может быть, отсюда у нее и пошел такой вот очень экономный такой подход к деньгам. Это женщина, которая нравится мужчинам разных возрастов. В принципе, она умеет флиртовать, она умеет себя подать. Такие женщины, вот с таким типажом, да, с такой манерой поведения, они, в принципе, вот, грубо говоря, могут охмурить, там, снять, да, вот любого мужчину, если они захотят. Вот если она захочет, да, вот она и собой хороша, она, да, вот эти шуточки, прибауточки, то есть такой язык у нее подвешенный. Мужчинам, в принципе, нравятся общительные женщины. Она с легкостью может охмурить любого. Но единственное, что вот у нее подход, да, не к вот этим молоденьким мальчикам, которые кружат, которые клюют на ее вот эти шутки, на ее внешность. Вот молоденьких мальчиков, таких вот неоперившихся птенчиков, она держит в стороне, потому что, ну, как бы они еще твердо не стоят на ногах, да, хоть она вроде бы и замуж не торопится, но тем не менее, вот у нее тяга как-то к более взрослым, да, что ли, более опытным, может быть, даже мужчинам. Да, вот она компанейская, у нее есть подружки. У нее есть подружки, с которыми она делится своими секретами, вот именно такими по поводу любовей своих, романов каких-то. Подружки ей дают периодически советы, но это такие, знаете, чисто женские такие посиделки обо всем и ни о чем. В то же время, кстати, она очень обидчивая. Она обидчивая, несмотря на то, что у самой колкий язык, она обидчивая. Так. Смотрите, вот у нее мечта, вот сейчас я поняла, вот все-таки она, почему она ищет мужчину, ну, при деньгах, в принципе. Ну, хотя это такой ход многих женщин. Здесь, в общем-то, нет ничего такого удивительного. Несмотря на то, что, да, каких-то своих целей, да, вот и в карьере, во всем, в принципе, она более-менее достигла. Но ей бы хотелось, конечно же, стать более обеспеченной при богатом мужчине. Ну, назовем так, обеспеченный мужчина, да. То есть и вот тандем, да, вот король, королева, пентаклевые. Вот ей бы хотелось именно быть при таком мужчине. Я не могу сказать, что это самоцель у нее, но тем не менее она больше обращает внимание на таких мужчин. Давайте-ка теперь посмотрим, что по поводу вас, да? Почему же она вас хочет соблазнить? Ой, как интересно. Смотрите, когда вы с ней пересекались, да, вот когда было у вас общение, у каждого это будет по-своему, вы ей понравились до такой степени, что она даже начала задумываться о том, чтобы
ну, реально завязать с вами серьезные новые отношения, не только соблазнить. Страсть это само собой. О страсти мы сейчас поговорим отдельно, но у нее начали появляться такие мысли и желания по поводу вас, что вот такого неплохо было бы реально охмурить и для семейной жизни. Вот настолько вы ей понравились. Смотрите, почему? Она вас увидела, ну, это может быть и в разговоре, да, с вами. Это могут быть и какие-то общие знакомые, которые еще о вас рассказывают, потому что она интересуется, она вами интересуется через общих знакомых еще, вот прощупывает вашу жизнь, как вы живете, есть ли у вас кто-то. Она прощупывает для того, чтобы как-то вот, знаете, вот она не будет атаковать. Несмотря на то, что она такая вся зажигалка, она не хочет вас спугнуть. Она видит в вас какую-то вот мужскую надежность, силу, да, вот я много раз уже говорила в своих видео, кто меня смотрит, что женщины всегда чувствуют, вот именно энергетически чувствуют, когда мужчина реально такой сильный, надежный, с которым можно и в радости, и в горе, за которым можно быть как за каменной стеной. То есть она чувствует вот эту вашу энергетику. От других мужчин она этого не чувствовала, потому она запала. Для начала она хочет с вами вот реально сблизиться, пороманить, так сказать, да, ну, соблазнить, да, если по-простому. Но дальше, у нее дальше получается, у нее идут уже более серьезные такие намерения. Для себя она решила, что вот если у вас получится, то, в принципе, она будет развивать эти отношения и дальше. Это будет не роман, это будут именно отношения. Так, что далее будет? Да, вот ей хочется быть при вас, но она будет очень осторожно действовать. Это может быть какой-то легкий флирт поначалу, да. Это будет такое очень осторожное сближение с ее стороны, поэтому обращайте внимание, если какая-то женщина, да, вот будет, ну уж чересчур, может быть, больше вам внимания уделять, может быть, кто-то там будет подмигивать, флиртовать, улыбаться, да. То есть обращайте внимание. Женщина, я вам скажу, вот кто интересуется, да, вот все вот эти интимные дела, соблазнения, я знаю, что вы любите такие шаловливые расклады. Это женщина огонь. Это женщина огонь, причем она любит, когда и она активна, и мужчина активный, вот именно в интимных делах, да. Она не будет никогда с мужчиной, который будет, ну, иногда, знаете, как женщин бревно называют, мужчина бревно ей точно не нужен. Да, в принципе, ну, я не знаю таких женщин, которые хотели бы мужчину бревно. Я, конечно, слабо это представляю. Ну, то есть, смотрите, это женщина, которая внесет в вашу жизнь, вот, да, вот если вы все-таки поведетесь на ее вот эти какие-то уловки, такие осторожные, на ее флирт, во-первых, привнесет море страстей в вашу сексуальную жизнь. Это будет очень такой, для начала это будет бурный роман. Именно начнется все с романа, но с расчетом, как я говорила, именно на семейную жизнь, на серьезные отношения. У вас этот роман, он долго на уровне романа не будет, не переживайте. Я знаю, что многие среди вас, да, вот именно на семью нацелены, на серьезные отношения. Это для начала, и хочется охмурить, знаете, как говорят, вот затащить в постель мужчину, показать ему там высший пилотаж по всей Камасутре. Ну, то есть вот она думает, что она с этой стороны к вам подойдет. Вот она вам покажет там высший пилотаж, она научит вас плохому там, да, может быть, вы чего-то не знаете. Вот. А далее очень стремительно начнут развиваться ваши отношения. Это не будет никакая тягомотина. Это будет вот именно, казалось бы, такой роман, но он очень быстро перейдет в отношения. Вы можете и жить с этой женщиной, вы можете и в гражданском браке, можете в официальном, это уже как ваша душа пожелает. Но женщина в вашем окружении такая есть.
Вот ей хочется именно с вами сблизиться. Знаете, от вас еще исходит, кстати, вот секретный секрет. От вас исходит какая-то вот тоже сексуальная энергетика. Не знаю, может быть, вам говорили когда-то, может быть, нет. Но есть какая-то сексуальная притягательность. Вот есть мужчины, которые обладают такой энергетикой, когда рядом возле него находишься, ну, то и реально начинает эта женщина даже в каком-то смысле возбуждать. Настолько такая вот манящая, вот какая-то сильная энергетика такая, страсть какая-то исходит от человека, что женщины вообще в шоке, говорят, елки-палки, смотришь на него и хочется. Вот такие вот делишки. Так что, если вы не в курсе, есть у вас такой момент, есть момент присутствия женщины в вашем окружении, которая хотела бы вас заполучить. Если вы, конечно, не спугнете ее, если вы заметите ее, у вас все может получиться. И семья, и любовь, и брак. Поэтому выше нос, настрой на позитив, и все будет хорошо. И повторяем Камасутру, как всегда. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!